Итак, давайте посмотрим, чем философское знание отличается от конкретно научного знания. Конкретно наука пытается убрать все субъективное и выявить объективное значение какого-то факта, чем этот факт является сам по себе. То есть конкретно наука изучает мир сам по себе. Философия вскрывает отношение человека к миру. Если конкретно наука убирает субъективность, то философия как раз таки субъективное знание. Она выявляет мир не сам по себе, а отношение человека к миру. Где ты стоишь, на какой стороне? Ты Нео или ты Смит? Твое отношение человечества в целом к этому факту. Вот это одна из особенностей философии. Другая особенность, если конкретная наука рассматривает отдельные фрагменты действительности, то философия рассматривает мир в целом. Мы не разберемся в действительности, если мы не рассмотрим мир в целом. Если мы не будем рассматривать сам свет, мы не поймем объекты. Поэтому вот представьте себе многоэтажное здание, если первый этаж химия, второй этаж физика, третий этаж биология и так далее, то философия рассматривает все здание в целом, весь город, состоящий из этих зданий, всю страну, состоящую из городов, всю Вселенную, состоящую из различных планет. То есть философия – это мир в целом. Если изучение мира в целом, если наука ставит конкретные какие-то вопросы, все время новые и новые вопросы, да, поступенчато развивается, то философия ставит одни и те же вопросы на разных этапах развития общества. Вот человечество 1000 лет назад ставило вопросы, что такое человек, что такое мир, отношение человека к миру. И сегодня, накопив это знание, интегрировав это знание, отвечает философия на эти же самые вопросы. Вот в этом особенность. Некоторые люди не понимают, какая польза тогда, если те же самые вопросы. Но польза в том, что сегодня мы отвечаем на эти вопросы по-другому. Сегодня мы интегрировали знания, которое накопило человечество на протяжении тысячелетий, и отвечаем на вопросы, которые ставили наши предки, уже по-другому. А вы можете ответить на вопрос, кто такой человек, что он здесь делает? Видите, так же сложно ответить, как и 1000 лет назад. Потому что самое сложное определить, кто ты такой. Нас сразу называют какими-то именами, дают какие-то статусы присваивают. Но чтобы себя увидеть, для этого надо сначала стать Буддой. Пробудиться. Для этого надо сначала проснуться, потому что в матрице ты никогда себя не определишь, кто ты такой. Вот это самый главный вопрос жизни человека. И если человек не ответит на этот вопрос, все остальное не имеет смысла, потому что его энергию будут потреблять вот эти Смиты и пользоваться ею. А он будет думать, что он активно что-то делает, зарабатывает деньги, выполняет какие-то функции, но он как был марионеткой, так и останется марионеткой. Он человеком не станет. Поэтому вот наша задача определить и в себе степень приближенности к Нео, и в окружающих, кто будет этот свет производить.